Всем привет! Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 2 гриба шампиньона. Шампиньоны разрезаем пополам, затем на пластинки шириной 2-3 мм. Даже не верится, что так просто. Вместо холодца. Нереально вкусно, удивила всех своих гостей. Так вы еще никогда не готовили куриную печень. Вкуснейшая запеканка из куриной печени. Простой и вкусный рецепт. Это блюдо из куриной печени станет отличным обедом или ужином для всей семьи. На каждый день или на праздничный стол. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла, разогреваем, отправляем грибы в сковороду, солим и перчим грибочки по вкусу, перемешиваем и обжариваем до золотистости. Тем временем 350 грамм куриной печени разрезаем пополам. Периодически грибы перемешиваем. Когда грибы обжарились, убираем их со сковороды. В сковороду добавляем 20 грамм сливочного масла, растапливаем. Отправляем печень и на большом огне обжариваем со всех сторон по 2-3 минуты. Пока обжаривается печень, на крупной терке натираем 100 грамм сыра. Добавляем сыр к грибам. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа и петрушки. Добавляем к остальным ингредиентам. Когда печень подзолотилась с двух сторон, добавляем к ней половину чайной ложки гранулированного чеснока и половину чайной ложки специй хмели сунели. Перемешиваем и обжариваем еще 1 минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат. Затем печень остужаем. Пока печень остывает, довольно крупным кубиком нарежем 3 отваренных вкрутую яйца. Добавляем яйца к остальным ингредиентам. Добавляем печень. Добавляем соль по вкусу с учетом солености сыра. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Теперь вбиваем 3 куриных яйца.
и все хорошенько перемешиваем. Узкую прямоугольную форму для выпекания смазываем растительным маслом. Застилаем пергаментной бумагой. Перекладываем подготовленную массу. Равномерно распределяем. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Смотрите по своей духовке. Затем фольгу убираем и отправляем запеканку из печени в духовку еще на 5 минут. Даем запеканке остыть полчаса и можно подавать к столу. Запеканка из куриной печени вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Она прекрасно держит форму и великолепно смотрится на праздничном столе. Эту запеканку из печени готовить очень легко и быстро. Приготовьте таким образом куриную печень, и она обязательно вам понравится. Очень вкусное сочетание, просто и вкусно. Куриная печень еще никогда не была такой вкусной. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из печени нам понадобится 700 грамм куриной печени. Печень промываем и разрезаем пополам. Отправляем печень в миску. Теперь к печени добавляем 1 чайную ложку специй хмели сунели, добавляем 1 чайную ложку гранулированного чеснока, соль по вкусу. Я добавляю 2/3 чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем 1 столовую ложку французского соуса с горчицей и 1 столовую ложку густого несладкого йогурта. Перемешиваем. Мои гости были в восторге. Если вы не знали, как вкусно приготовить куриную печень, это идеальный рецепт, быстро и вкусно. Куриная печень по-венгерски получается невероятно сочной, мягкой и просто тает во рту. В этом видео я раскрою вам кулинарную тайну, которая изменит ваше представление о куриной печени. Невероятный рецепт куриной печени из простых и доступных продуктов. На обед или ужин для всей семьи на каждый день. Теперь куриную печень накрываем пищевой пленкой и оставляем промариноваться на полчаса. Пока маринуется печень, приготовим остальные ингредиенты блюда. 2 репчатых лука нарезаем полукольцами.
Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. Я с удовольствием читаю и отвечаю на все ваши комментарии. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь форму для выпекания смазываем 2 столовыми ложками растительного рафинированного масла. На дно формы выкладываем 1/3 часть нарезанного лука. По истечении времени печень перемешиваем и выкладываем половину порции печени на лук. Очищаем одну морковь. Разрезаем пополам вдоль и нарезаем тонкими полукружочками. Выкладываем половину порции моркови. Теперь нам понадобится 2 яблока. У меня сегодня сорт Golden. Разрезаем яблоки на 4 части, удаляем сердцевину. Теперь каждую четвертинку нарезаем на 3-4 скибочки. Поливаем яблочки 1 столовой ложкой лимонного сока. Перемешиваем. И выкладываем половину порции яблок в форму для выпекания. Теперь еще 1/3 часть лука. На овощи выкладываем вторую половину печени. Теперь оставшуюся половину моркови. Оставшиеся яблочки. И 1/3 часть лука. Брусочками нарезаем 40 грамм сливочного масла. Раскладываем в форму для выпекания.
Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Запеченная куриная печень с овощами готова. Подаем к столу. Этот рецепт печени – настоящее сокровище. Куриная печень получается очень мягкой и нежной, а благодаря овощам сочной. Можно подавать как в будний день, так и к праздничному столу. Этот простой рецепт из печени подойдет каждому. Жаль, что не знала этого рецепта печени раньше. Вы больше не будете задаваться вопросом, что приготовить из куриной печени. Блюдо из куриной печени – великолепная идея для вкусного обеда или сытного ужина. Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 700 грамм куриной печени. Печень промываем и разрезаем пополам. Теперь в сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла, прогреваем, отправляем печень в раскаленную сковороду, равномерно распределяем кусочки печени по сковороде и обжариваем 2-3 минуты на большом огне до появления золотистости у печени с нижней стороны. Затем печень переворачиваем. И обжариваем еще 2-3 минуты до появления золотистости на большом огне. Теперь к печени добавляем половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию, половину чайной ложки специи хмели сунели и половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем и даем прогреться печени со специями 1 минуту. Затем выключаем огонь и даем печени слегка остыть. Пока печень остывает, займемся остальными ингредиентами блюда. Нам понадобится 1 очищенная морковь. Морковь нарезаем довольно крупным кубиком. Так вы еще никогда не готовили куриную печень. Вместо холодца. Нереально вкусно, удивила всех своих гостей. Простой и вкусный рецепт. Вкуснейшая запеканка из куриной печени. Это блюдо из куриной печени станет отличной идеей на обед или ужин для всей семьи на каждый день или на праздничный стол. Дешево и полезно. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Куриная печень еще никогда не была такой вкусной. Здоровый рецепт. Теперь морковь отправляем в тарелку. Вливаем 200 мл питьевой воды, добавляем 1/3 чайной ложки соли и 1/3 чайной ложки сахара. Перемешиваем. Отправляем морковь в микроволновку на максимальную мощность на 4-5 минут, чтобы морковь была полуготовой. Затем морковь откидываем на сито, даем стечь в воде и слегка остыть. Теперь нам понадобится 4 куриных яйца. Яйца вбиваем в миску.
Добавляем 3 столовые ложки сметаны. Добавляем половину чайной ложки соли. Черный перец по вкусу и по желанию. Хорошенько перемешиваем. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. А если вы хотите узнать обо мне немного больше, переходите на мой влоговый канал, ссылка будет в закрепленном комментарии. Я буду очень рада вам. Теперь к яйцам добавляем половину баночки консервированного зеленого горошка. Добавляем остывшую морковь. Теперь нам понадобится 1 томат. Разрезаем его пополам, удаляем плодоножку. И мякоть с косточками. Нарезаем довольно крупным кубиком. Отправляем помидоры в миску. Также нам понадобится зелень. У меня несколько стеблей укропа и петрушки. Мелко нарезаем. Отправляем в миску. Теперь добавляем слегка остывшую печень. На крупной терке натираем 60-70 грамм сыра. Добавляем натертый сыр в миску и все хорошенько перемешиваем. Теперь узкую прямоугольную форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Дно и бока формы застилаем пергаментной бумагой. И перекладываем подготовленную яичную массу с печенью и овощами. Равномерно распределяем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Затем достаем запеканку из духовки, даем ей остыть минимум полчаса. Благодаря пергаментной бумаге запеканку легко извлекаем из формы.
Нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Невероятно вкусная запеканка из куриной печени, вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Эту запеканку из печени готовить очень просто, легко и быстро. Она прекрасно держит форму и изумительно смотрится на праздничном столе. Очень вкусное сочетание печени с овощами никого не оставит равнодушным. Нереально вкусно, готовится на раз, два, три. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из печени для начала нам понадобится отварить 100 грамм риса. Рис промываем. Откидываем на сито, отправляем в кастрюльку. Добавляем треть чайной ложки соли. Заливаем кипятком объемом 500 мл. Перемешиваем. Отправляем кастрюльку на огонь, доводим до кипения и варим на умеренном огне до готовности. Периодически помешиваем рис. Затем рис откидываем на сито и даем слегка остыть. Тем временем займемся овощами. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Равномерно распределяем. И пока разогревается сковорода с маслом, очистим 2 небольших репчатых луковицы и нарежем лук мелким кубиком. Вместо холодца вкуснейшая запеканка из куриной печени. Так вы еще никогда не готовили куриную печень. Простой и вкусный рецепт. Дешево, полезно. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Нереально вкусно, удивило всех своих гостей. Куриная печень еще никогда не была такой вкусной. Отправляем лук в сковороду. Добавляем треть чайной ложки сахара. Перемешиваем и обжариваем до появления золотистости. Пока обжаривается лук, очистим 3 зубчика чеснока. Периодически лук перемешиваем. Теперь чеснок нарезаем некрупным кубиком. Добавляем чеснок к луку и продолжаем обжаривать на умеренном огне. Тем временем одну очищенную морковь нарежем некрупным кубиком. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и делитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить куриную печень вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Добавляем морковь в сковороду и обжариваем до полумягкости. Тем временем половину красного болгарского перца нарежем некрупным кубиком. Периодически овощи перемешиваем. Добавляем перец в сковороду. Добавляем треть чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Перемешиваем. И обжариваем до полумягкости перца. Зажарка готова, даем ей остыть. Тем временем 350 грамм куриной печени перебиваем в блендере до однородности. Печень можно пропустить через мясорубку. Переливаем печень в миску. Добавляем 2 куриных яйца. Перемешиваем.
Теперь к печени добавляем остывший рис, остывшую зажарку, мелко нарезаем полпучка петрушки, добавляем петрушку к печени, добавляем половину чайной ложки специи хмели сунели, треть чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Перемешиваем. Дно и бока узкой прямоугольной формы для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Пергаментную бумагу сминаем и застилаем форму пергаментной бумагой. Переливаем подготовленную массу из печени, риса и овощей. Равномерно распределяем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут, смотрите по своей духовке. Затем запеканку из куриной печени с овощами достаем из духовки, даем немного остыть, минут 10-15. Вынимаем из формы, убираем пергаментную бумагу. Теперь печеночную запеканку нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Вот такая она прелестная получается, ароматная, нежная и воздушная. Здоровый рецепт! Эту запеканку из печени готовить очень просто, легко и быстро. Она прекрасно держит форму и изумительно смотрится на праздничном столе. Здоровый рецепт из куриной печени. Нереально вкусно готовится на раз, два, три. Очень вкусное сочетание печени с овощами никого не оставит равнодушным. Это блюдо из куриной печени станет отличной идеей на обед или ужин для всей семьи на каждый день или на праздничный стол. Если вы не знали, как вкусно приготовить куриную печень, этот рецепт просто находка. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из печени доводим до кипения 1 литр воды, добавляем половину чайной ложки соли, добавляем 2 лавровых листика, 3 горошины душистого перца и опускаем в кипящую воду 350 грамм куриной печени. Перемешиваем, доводим до кипения. Собираем пену. Убавляем огонь до умеренного и варим печень 10 минут. Затем печень откидываем на сито и даем стечь в воде. Тем временем в сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла, разогреваем. А пока разогревается сковорода, некрупным кубиком нарежем 1 репчатый лук. Боже, как вкусно! Вместо холодца. Так вы еще никогда не готовили куриную печень. Нереально вкусно удивило всех своих гостей. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи, на каждый день или на праздничный стол. Дешево, просто и полезно. Вкуснейшая запеканка из куриной печени. Простой и вкусный рецепт. Куриная печень еще никогда не была такой вкусной. Здоровый рецепт, очень легко готовить. Блюдо из печени – это не только вкусно, но и полезно. Отправляем лук в сковороду, добавляем половину чайной ложки сахара, перемешиваем и обжариваем до золотистости. Пока обжаривается лук, очистим 3 зубчика чеснока.
Затем чеснок мелко нарезаем. Добавляем чеснок к луку, перемешиваем. Добавляем половину чайной ложки специи хмели сунели и треть чайной ложки куркумы. Перемешиваем и прогреваем специи буквально 1 минуту, чтобы они раскрыли свой аромат. Овощи готовы, выключаем огонь, даем немного остыть. А тем временем в миску вбиваем 4 куриных яйца. Добавляем 1,5 столовые ложки майонеза, 1,5 столовые ложки густого несладкого йогурта, 1 столовую ложку медовой горчицы, соль по вкусу я добавляю пол чайной ложки соли и черный перец по вкусу. Перемешиваем до однородности. Также нам понадобится 2 отваренных вкрутую яйца. Яйца очищаем и нарезаем некрупным кубиком. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях. Пишите свой отзыв о рецепте и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить куриную печень вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Добавляем нарезанные яички к яйцам. Также нам понадобится 50 грамм сыра, у меня со сливочным вкусом. Нарезаем его некрупным кубиком. Добавляем к остальным ингредиентам. С печени уже стекла жидкость, она слегка остыла до комфортной для рук температуры. Нарезаем ее некрупным кубиком. Добавляем к остальным ингредиентам. Добавляем 75 грамм консервированного горошка, 75 грамм консервированной кукурузы и 100 грамм консервированной фасоли. Мелко нарезаем зелень. У меня несколько стеблей укропа и зеленого лука. Отправляем в миску. Добавляем слегка остывший лук с чесноком и специями. Все хорошенько перемешиваем.
Форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Застилаем форму пергаментной бумагой. Переливаем яичную массу с печенью и овощами. Равномерно распределяем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Затем достаем печеночную запеканку из духовки, даем ей слегка остыть. Благодаря пергаментной бумаге запеканку легко извлекаем из формы, нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Эту запеканку из печени готовить очень просто, легко и быстро. Она прекрасно держит форму и изумительно смотрится на праздничном столе. Невероятно вкусная запеканка из куриной печени, вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Нереально вкусно, готовится на раз, два, три. Если вы не знали, что приготовить из куриной печени, этот рецепт просто находка. Очень вкусное сочетание печени с овощами никого не оставит равнодушным. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 1 яблоко. Яблоко разрезаем на 4 части, удаляем сердцевину. И тонко нарезаем. Для того, чтобы яблоко не потемнело, поливаем яблочко 1 столовой ложкой лимонного сока, перемешиваем. Также нам понадобится половина груши. У груши также удаляем сердцевину и тонко нарезаем. Теперь в сковороду выливаем 1 столовую ложку оливкового масла, разогреваем, добавляем 10-15 грамм сливочного масла, выкладываем в сковороду яблочки с грушей, обжариваем 2-3 минуты до золотистости. В этом видео я вам покажу рецепт, который удивит даже самых опытных кулинаров. Секрет вкусной говяжьей печени меня научил повар из Турции. Лучший рецепт говяжьей печени. Этот рецепт покорил миллионы сердец. Тем временем тонкими четверть-кольцами нарежем 1 довольно крупный репчатый лук. Этому рецепту позавидует каждый кулинар. Простой и очень вкусный ужин. Этот рецепт печени подойдет каждому. Великолепный рецепт печени к ужину, который станет настоящим открытием для вас и ваших гостей. Если вы не знали, как вкусно приготовить говяжью печень, этот рецепт просто находка. Блюдо из печени готовится очень быстро и просто, из простых и доступных продуктов. Жаль, что не знала этого рецепта печени раньше. Этот рецепт из печени настоящее сокровище. Теперь яблочки с грушей переворачиваем и обжариваем еще 2-3 минуты до золотистости. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Также для меня очень важно ваше мнение, пишите свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Яблоки с грушей подрумянились, выкладываем половину яблок в форму для выпекания. Теперь в сковороду, в которой обжаривали яблоки с грушами, вливаем еще 1 столовую ложку оливкового масла, отправляем лук в сковороду и обжариваем до полупрозрачности и появления золотистости.
Тем временем очистим 3 зубчика чеснока. Периодически лук перемешиваем. Мелко нарезаем чеснок. Теперь добавляем чеснок к луку. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли. Черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем половину чайной ложки куркумы и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Перемешиваем и обжариваем еще 2 минуты, чтобы специи раскрыли свой вкус. Тем временем займемся говяжьей печенью. Нам понадобится 500 грамм. С печени снимаем пленку. Нарезаем печень толщиной примерно в 1 сантиметр. Теперь печень нарезаем на прямоугольники шириной примерно 4-5 сантиметров. Накрываем печень пищевой пленкой и отбиваем. Лук с чесноком готов. Выкладываем 1/3 часть порции лука в форму для выпекания. В сковороду вливаем 3 столовые ложки оливкового масла, разогреваем. А тем временем в тарелочку всыпаем 3 столовые ложки муки, у меня цельнозерновая, и обваливаем каждый кусочек печени в муке. Выкладываем печень в разогретую сковороду. Обжариваем 5-7 минут на большом огне до золотистости. Теперь печень переворачиваем и также на большом огне обжариваем еще 5-7 минут до золотистости. Печень подрумянилась со второй стороны. Теперь печень солим по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли. По желанию перчим. И посыпаем каждый кусочек печени щепоткой специй хмели сунели. Теперь в сковороду вливаем 3 столовые ложки коньяка. Поджигаем. Продолжаем обжаривать печень, пока не выпарится коньяк. Процесс занимает буквально 2 минуты. Выкладываем печень в форму для выпекания. Теперь на печень раскладываем груши. Снова лук.
Теперь печень. И завершающий слой лук. Накрываем форму для выпекания фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Говяжья печень с яблоками и грушами готова. Подаем к столу. Великолепное блюдо из печени, которое покорит вас своим вкусом и ароматом. Легкий и простой рецепт можно подать как на обед или ужин, для всей семьи на каждый день или к праздничному столу. В этом видео я вам показала, как приготовить простой и вкусный ужин, который станет частым гостем на вашем столе. Печень еще никогда не была настолько вкусной. Секрет приготовлений. Мои гости были в восторге. Быстро и вкусно. Мягкая, сочная печень без запаха. Нежнейшая говяжья печень тает во рту. Именно так я готовлю печень. Этот секрет мало кто знает. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.